Значит, здесь у меня будет два комментария. Комментарии как гражданина и как эксперта. Я хотел бы развести эти позиции. Комментарий как гражданина. Значит, ну, во-первых, насколько мне позволяют мои познания в юриспруденции, оценивать это явление с одной стороны, да, действительно вызывает вопросы появления этой статьи, потому что, в принципе, базовое уголовное законодательство предусматривает ответственность за все те нелицеприятные деяния, совершенные на почве национального экстремизма, с одной стороны. Да? С другой стороны, опять же, традиционно во всех обществах вводятся дополнительные статьи, которые, по сути дела, дублируют уже имеющиеся статьи, да? Потому что убийство, например, на почве национальной ненависти, это в первую очередь убийство, за которое в любом случае человек должен нести ответственность, на почве чего бы он это убийство не совершил. Но, вводя эти дополнительные статьи, общество маркирует особо опасные для его развития, с точки зрения этого общества, сейчас моменты. Почему особо опасно, например, вообще убийство вещь малосимпатичная, опасная и неприятная, и в любой стране хорошо, когда там убийств нету, и плохо там, когда убийство есть. Почему особо опасны на почве национальной ненависти? Потому что это убийства, которые разлагают общественную ткань страны, которые, где один случай, который там несколько, малое количество реальных случаев, они провоцируют очень большую напряженность между разными группами и, соответственно, ведут, если вот так это доводить до конца, в конечном итоге повышение межнациональной напряженности, естественно, ведет в потенциале к распаду нашей многонациональной страны. Собственно говоря, такими странами является большинство из стран нашего современного мира. Да? То есть нормальные, здоровые отношения, конструктивные между представителями всех этнических и любых других культурных групп в стране – это залог существования нормального, здорового государства, а отсутствие таких отношений, да, это такой симптом, в общем, малосимпатичных процессов, в конечном итоге, в отсутствии противодействия, им противодействия к распаду. Это с одной стороны. С другой стороны, мы все знаем, что у нас в стране, вот это в вашем даже разговоре прозвучало, что люди критикуют не саму статью, да, а то, кто и что за ней, кто и почему по этой статье сидит. Не саму статью, обращаю ваше внимание, не саму ее формулировку. И мы все прекрасно знаем, хотя не всегда говорим об этом публично, что вообще-то, знаете, как важна у нас не так статья закона, как правоприменительная практика. То бишь не сам закон, да, а тот, кого по этой статье сажают. И здесь с этой статьей действительно есть очень большая проблема. Проблема заключается в том, что если, например, в ситуации убийства там все понятно, да, хотя тоже бывают нюансы, да, есть доказательства, человек совершил, да, значит, судья принимает решение виновен или суд присяжных, да, то при обвинении по этой статье судья не в состоянии самостоятельно определить, виновен человек или не виновен. Для этого привлекается так называемое экспертное сообщество, которое выносит экспертное заключение, эксперт не отвечает на вопрос, виновен или не виновен, он отвечает на вопросы, которые ставит перед ним суд, и на основании ответов на эти вопросы, то, что дал эксперт на эти вопросы, судья уже выносит решение о том, виновен человек или не виновен. По каким критериям эксперт вот в том самая большая проблема, в том, что институт научной экспертизы, неважно по экстремизму, либо по какому-то другому поводу, без разницы, у нас, ну, мягко говоря, не развит, а по большому счету, как социальный институт, что я имею в виду под социальным институтом, да, некое такое социальная структура, действующая по понятным в обществе нормам, критериям, прозрачная и естественная, он отсутствует в принципе. Экспертизу, без разницы по каким, по этой статье, либо по какой другой, проводят, кто проводит? А я даже не могу сказать, кто проводит, потому что то есть могут любого человека посадить? Практически да, практически да. Единственное, что этот человек должен иметь некое отношение к науке. То есть, например, старший преподаватель какого-то учреждения, которое по названию имеет отношение к науке, он может подписать любое заключение, и оно будет рассмотрено судом. Да, задача суда. Суд имеет право принять заключение или не принять экспертное заключение, но, как вы понимаете, если судья не обладает компетенцией
в области науки каким образом. И при этом у него нет четких критериев извне, что такие-то учреждения имеют, такие-то имеют, что должны быть такие люди, такие. Никаких критериев общепринятых нету. Чем он руководствуется? Я не знаю чем, потому что я в данном случае существую вне этого мира. Да? Но я подозреваю, что чаще всего руководствуется в первую очередь соображениями, а насколько это совпадает с его собственным представлением о действительности, с его собственными пожеланиями, например, по данному делу. Да? Это уже не имеет отношения как таковое, на самом деле, к юриспруденции, да, это уже имеет отношение к каким-то внутрисудебным вещам, к политическим вещам, связанным с судебной системой, и выходит за рамки нашего сегодняшнего разговора. Да, это вообще как бы такие наши общие проблемы, не завязанные на экстремизм, а на конкретную статью. Да. Но даже если мы примем в расчет как бы такую абсолютную непредвзятость судей, да, то есть человек, которому вот он действительно попытается судить абсолютно непредвзято ситуацию, да, то он на самом деле абсолютно оказывается в патовой ситуации, потому что он не профессионал в этой области, и он совершенно не имеет никакого представления, откуда ему получить экспертное заключение. Именно поэтому, как бы с моей стороны, с моей точки зрения, авторитетное экспертное заключение по этой статье, которое есть. Потому что иногда их заказывают Институту этнографии и антропологии, Институту социологии РАН, да, людям, которых, ну, опять же, я лично, это мое личное мнение, да, в общем, достаточно уважаю, которые, с моей точки зрения, являются уважающими себя учеными. И заключения тоже подвергаются обструкции в том случае, когда они не совпадают с мнением тех, кто их подвергает обструкции. Почему? Потому что никаких критериев объективных нету, соответственно, нет никаких требований к заключению. По большому счету, человек может написать там все, что угодно, обосновав это красивыми такими научными фразами, особенно в такой тонкой области, как определение, есть ли здесь признаки разжигания межнациональной розни или нету. И как мы знаем, что это имеет отношение, что в принципе, если хорошенько поискать, то признаки разжигания межнациональной розни, видимо, можно найти даже в нашей сейчас с вами сегодняшней беседе. Весь вопрос в том, как это интерпретировать. Как это преподать. Да, как это преподать. Совершенно верно, тем более, что экспертиза всегда строится на цитатах, вынутых из контекста, а как мы знаем, если вынуть цитату из контекста, да, ну вам, журналистам, вообще, так сказать, это видней, да, то можно сделать из одной истории, одного рассказа, два совершенно разных вариантов одного и того же события. Ну, вспомним классический фильм Акиры Куросавы «Росомон». Да? «Ворота Росомон». Да, «Ворота Росомон».